Посмотрим, сколько я километров сегодня проезжу, сколько у меня останется бензина и сколько я за это заработаю. То есть, говорит, даже я себя чувствовал немножко экономически лучше в Бразилии, но, говорит, приехал сюда, здесь я вздохнул именно. Это я сегодня возил живого царя, Александра. И что самое интересное, что это чистая правда. Сегодняшний день я заработал 79 тысяч. Рисовала история подработок в Буэнос-Айресе. А одна из этих подработок это на своей машине таксовать. Это Uber, Didi. Сегодня выезжаю этим позаниматься. Сегодня буду использовать только Uber. Didi не буду включать. Вчера работал на Didi. И выставил счетчик на 0, потому что многие спрашивают, сколько километров проезжаешь и все такое. Посмотрим, сколько километров я наезжу. Сейчас около 11 часов утра. В принципе, как бы утром, там, когда все пробки, все едут на работу, я пропустил, пошел своими другими делами позанимался, потому что это не основная моя работа, сразу скажу, это подработка. Но в этом месяце надо подработать, так как я собираюсь в следующем месяце, у меня будет полностью отпуск. И вообще этот отпуск будет в другой стране. Я там рассказал, что я купил билеты. Значит, всегда перед поездкой есть куча растрат, и надо поделать такое, чтобы подрабатывать. Опять же, всякие лекарства дорогие, все остальное. Сегодня мне надо поехать в другой конец Капиталь Федераля, забрать лаборатории, а одно из лекарств, которые периодически нам делает типа лаборатория. И я решил, думаю, буду брать по Uber в ту сторону сначала поездки, а потом типа в обратную сторону. Таким образом сделаю и то, и другое. Довольно тепло, наступила весна. Так что поехали посмотрим, что будет, сколько я смогу заработать. Какая у меня машина, спрашивали, это Onix, Chevrolet Onix. Такой вот такого стиля, видите, вот такого стиля. Заправляю я его, сейчас даже не знаю, сколько бензину дорого, то есть 1600 с копейками, больше $1 бензин. И почему говорю дорого, потому что всегда раньше, когда еще в Аргентине были другие времена, был бензин там по 50 копеек от доллара, по 70 копеек от доллара, сейчас гораздо больше $1. Все, и в принципе, ладно, про экономику потом, я просто про бензин сколько. Я заправляю 55 литров, я поездил 3 дня, и, в принципе, у меня оставалось треть бака. Я вчера снова дозаправился на 40 тысяч, долил, стало чуть больше, чем полбака. То есть, наверное, около 80 тысяч где-то уходит. Это около 80 тысяч, это $7, сразу скажу, где-то приблизительно 1300-1350 песо за $1. Соответственно, выходит где-то, ну, заправился, скажем так, 40 тысяч, это, ну, на $30, наверное, приблизительно где-то заправился, да. Так что вот где-то в таком районе. Посмотрим, сколько я километров сегодня проезжу, сколько у меня останется бензина и сколько я за это заработаю. Буду включать приложения всевозможные, вот тут вот, поуключаем их. Так, с Uber будем сегодня пользоваться, будем Uber. Смотрите, к примеру, сейчас тут висится по нулям, я его только включаю, но еще я не подключился. По бензину, вот рисочки бензина, не знаю, сколько там, по рисочкам видно. И вот я выставил на 0 счетчик на сегодняшний день перед выездом. Таким образом посмотрим, что сегодня и как получится. Остановился немножко отдохнуть. Заодно приехал тут в то место наконец-то, куда я собирался доехать. Но все равно не полчаса, 15 минут. Не было у меня заказов в эту сторону. Я потратил, сам проехал без заказов. Какие фишки я заметил? Сегодня я включил только Uber, не включал Didi. Какие фишки я заметил? Разницу между Uber и Didi. Ну, кто захочет вот работать на таких штуках. Значит, Uber забрасывает заказы больше такие, которые мне нравятся. То есть пассажиру выдает тех, которые находятся 1, 2, 3 минуты от тебя, и потом, ну, там, ехать 5-10 минут. То есть такие как бы недалеких пассажиров берет какой-то радиус вокруг машины. Didi давала пассажиров, которые, к примеру, там 10 минут ехать до него, 10 минут с пассажиром. И еще заметил, что дает меньше заказов мне пока что. Ну, у меня так было. Viajes largos, то есть длинные поездки,
40 минут и больше. Этот Диди выкидывал все время такие длинные поездки. К примеру, отсюда где-то в провинцию, там все время. А коротких мало. А здесь больше короткие такие. Типа забрать кого-то через 3 минуты от себя там, или через 2 и поехать там 10 минут его куда-то отвезти. И только один раз он мне что-то выбросил на какую-то вижу, черт знает куда, но предупредил красным, что это не очень безопасная зона, что там 40 минут плюс типа ехать туда. Так что, ну, в принципе, как бы, если хочешь помотаться по своему району, ну, к примеру, мне все время выкидывает там центр, Бельграно, Нунес, какой-нибудь там Палермо, центр, снова в такие районы, вот как бы такое мотается, знаете, туда-сюда можно помотаться. Но, конечно, город есть город, там посмотрите, какой транзит, вот люди на мотоциклах развозят, трафик здоровый, особенно когда с работы едут или на работу, конечно, я бы не сказал, что это очень выгодная штука. Конечно, ремонт компьютеров или чего-то другого, то более выгодное. Но когда захочется подработать, это нефиг делать, и у вас в свободное время не знаете, чем заняться, то можно, конечно. Вез сегодня пассажира, он сам молодой человек, но я сразу спросил, откуда он, почему, потому что видно, что у него испанский немножко отличается. Я говорю, ты откуда? Он сказал, он из Центральной Америки, я даже не запомнил, какая страна точно Центральной Америки. Но он такой... Говорит, я и моя жена, мы большие типа эти как бы кондитеры или как сказать, ресторанным бизнесом занимается. И мы, говорит, любим путешествовать, и мы больше нескольких лет не живем в одной стране. Вот я, говорит, пожил 7 лет в Боливии, занимался ресторанным бизнесом, потом 2 года в Бразилии. И вот уже год в Аргентине тоже открыли ресторан на Нунесе, я к нему, к этому ресторану подвозил его, он туда ехал на работу. Палермо. И вот что он рассказывал. Говорит, конечно, экономика, там политика мне сейчас, говорит, не нравится в Аргентине, но это часто такое бывает, что тут все меняется, тут качели. Но, говорит, именно, чтобы жить, мне больше всего здесь понравилось. То есть, говорит, даже я себя чувствовал немножко экономически лучше в Бразилии, но, говорит, приехал сюда, здесь я вздохнул именно по жизни, как люди, как то, как все. То есть, ему очень нравится Аргентина. Он говорит, это, наверное, из тех стран, в которых я побывал, пока что лучшее. Так что пока он здесь ресторан. Он говорит, такой, мы там 4, 5, 6 лет, дальше снова где-то будем строить в другом месте. Мы хотим еще, говорит, на Азию, мы там не были, там поработать. Одним словом, интересные бывают истории, знаете. Так что все, немножко отдохнул, сейчас водички попьем, можно кофе с собой возить на них. И буду уже в наш район. Это я просто приезжал по делам, я говорил, что поеду, мне надо забрать лабораторию, которая нам кое-что делает. Видно, на улице ночь, то есть я приехал уже, наверное, к 9 часам. Сейчас посмотрим, сколько времени. Потому и говорю, что, наверное, видно. Слушайте, ребята, вы прихренеете, я тоже прихренел. Это я сегодня возил живого царя, Александра. И что самое интересное, что это чистая правда. Значит, что получилось? Уже собрался домой ехать, был около одного шопинга, и думаю, надо взять в мою сторону мой район, кого-то из пассажиров, и поеду. И сижу, выбираю себе пассажиров в свой район, и тут выскакивает пассажир, который типа от шопинга, написано там через 3 минуты забрать, и в сторону там университета. А университет у меня тут недалеко. Думаю, возьму человека, давайте. В общем, нажал «Принять заказ», а потом только начал смотреть. И смотрю, написано, человека зовут Ленин. Думаю, может ошибка какая-то в буковках, прямо Ленин. Только этими самыми латинскими буквами. Думаю, Ленин, может кто-нибудь из, так сказать, из русских тут такое имя имеет или еще какая-то, в общем, ерунда. В общем, Ленин и Ленин. Думаю, поеду. Подъехал, выходит пацан молодой, в университет едет. И я говорю, уже когда сели, едем, я говорю, слушай, парень, говорю, просто интересно, на испанском, все чисто на испанском разговаривает, говорю, чисто интересно, говорю, а ты не можешь объяснить, мне просто тупо интересно, говорю, а что, это правда твое имя Ленин? Он говорит, да, имя Ленин, это, конечно, первое имя, вы знаете, что в Латинской Америке там, и в многих странах дают 1-2 имени, то есть, говорит, это первое мое имя, я говорю, а второе какое? Он говорит, Александр.
Я говорю, слушай, а у тебя родители не русские, потому что, ну, как-то так и Ленин, и Александр очень прямо вот сходятся на это. Не, говорит, мы из Доминиканы, каже, сами. Но, говорит, мой отец очень сильно, говорит, увлекался вот это Че Гевара, знаете, вот эти вот освободители всякие, так сказать, эти Дон Кихоты, как их там поназывать. В общем, его отца зовут Че. Ну, это он себе взял вот Че Гевара. А этого назвал Ленин, первое имя, и второе Александр. А потом, говорит, меня его на факультете, ну, то есть в институте часто преподаватели спрашивают на эту тему, не связано ли что-то с русской историей. А знаешь, говорит, как моя фамилия? Я говорю, как? Царь. Я говорю, да ты шутишь, блин, не может быть. Нет, говорит, Царь. Моя фамилия официальная, вот, скажи, хочешь документ покажу. Этот самый, зовут меня Ленин, первое имя, второе Александр. Ну и плюс, говорит, это батю зовут Че, потому что он Че Гевара. Мне сразу вспомнилось, когда детей называли, знаете, девушку одну назвали, тоже такие патриотичные родители были, они так любили 1 мая, что назвали ее Даздраперма. Ну, нормальное, хорошее имя, Даздраперма, типа да здравствует 1 мая. Ну вот, что-то наподобие тут. Ленин, Александр, Царь. Приятно познакомиться, из Доминиканы. Теперь мы знаем. Ладно, история, конечно, интересная. Я же говорю, сам, если бы не посмотрел по бумажкам, не поверил бы, что такое существует. Но, оказывается, да. И батя Че Гевара. Так, ладненько. Пойдем посмотрим, сколько я тут сегодня накатал. Что я накатал? Похоже, я там стал это уже по их этим профессионалам. То есть, видите, у меня даже сзади вот так уже нимб светится над головой. Я так вижу в экранчик. Но это вообще-то лампочка. Потому что, типа, я был такой начинающий, там какие-то баллы мне там за сегодняшний день понаскакивали, написано, что я уже теперь буду уже профессионал, типа, про, блин, а теперь можно уже стремиться, там сколько-то еще баллов нащелкает, и буду уже, типа, это, золотой водила. Так что сейчас посмотрим, что тут нащелкало. Сейчас свет включу. Не помогает. Любителям этого самого моих видео, смотрите, сегодняшний день я заработал 79 тысяч. Так, сколько я сделал поездок? Вот я сделал 16 поездок, написано. Надеюсь, направится. Значит, я был подключен 7 часов, 109 пунктов заработал. Да? Сколько я наездил? 111,7 километра, я вам рассказывал. И вот расход бензина. Плюс машина немножко наклоненная, расход меньше. Это я сейчас, машина не по горизонту стоит, наклоненная к этому бордюру. Так что где-то, ну, как бы можно считать, что до половинки бака, типа, опустилась рисочка. Так что это чуток неправдивый расход бензина. Ну, вот где-то так. Поняли, да? Вот. Где-то так вот называется здесь поуберить. Сегодня я не включал Диди, сегодня я включал только этот Uber. Ленина я возил, китайскую пару я возил, молодая пара китайская приходилось показывать, типа, пристегнись ремнем, за ремень подергал, они поняли. Ну, типа, в телефон потыкали, значит, там, типа, карта есть, куда ехать. Ну и все такое. Так что все, пока, до следующих видео. А это Аргентина. Сколько же время сейчас? 20:34. Смотрите, 20:34.